Друзья, всем привет! Это канал Таня Коллада, меня зовут Татьяна Колодяжная, и сегодня мы с вами будем вместе делать красивое украшение для волос, веточка в прическу. Занимайте же свои удобные места, доставайте свои материалы и будем вместе творить красоту. Когда-то я уже делала такие веточки. Вот я вам покажу, я сделала их, закрепила на бантике, на гребень он крепится. А сегодня я хочу сделать такие же украшения, но уже отдельно, просто как веточки. И давайте будем приступать к нашей работе, к нашему искусству. Нам потребуются бусинки, бриолеты, листочки, проволока, естественно. И я здесь использую вот такие маленькие красивые бусинки, хрустальные. Они очень классно смотрятся на солнце. Ну и так они блестят, это тоже видно. Мне вообще очень нравятся такие бусинки, которые мерцают. Да, к слову о том, что со временем проволока у нас не стоит на месте. Сразу хочу вам показать как раз на живом примере. Этот бантик, я не помню, сколько времени назад я его сделала, может быть, полгода он у меня лежит. Смотрите, надеюсь, вам видно. Вот у нас бусинка, и проволочка на ней уже как бы видна с лицевой стороны. Это говорит о том, не то, что я не докрутила в свое время эту проволочку. Я, как вы знаете, все перекручиваю, лицевая и изнаночная сторона у меня всегда очень четко. Но в данном случае проволока, она двигается со временем, поэтому она так как бы раскрутилась, двигалась очень медленно, примерно за полгода, и вот уже она почти на лицевой стороне. Так что, если у вас какие-то украшения лежат давно, не удивляйтесь, что со временем может быть и такое. Если вдруг у вас какое-то украшение, например, долго лежало, и у вас решили его купить, обязательно проверьте его, все вот эти вот моменты, изнаночная лицевая сторона, поправьте, это несложно, но зато все будет правильно, аккуратно и чистенько. Давайте приступать к нашей работе. Итак, друзья, я взяла проволочку, цвет серебро, толщина у нее 0,3 мм, и я сложила ее вдвое, потому что все-таки веточка у нас будет не совсем маленькая, не совсем короткая, поэтому лучше, чтобы она была плотненькая. Итак, что мы делаем? Как мы уже с вами знаем, мы вставляем проволочку в бриолетик, два хвостика. Мы сложили с вами две проволочки пополам, у нас получилось 4 хвостика. Теперь мы берем снова два кончика и вставляем их в это же отверстие бриолета. Проволока у нас мягкая, она гнется, поэтому мы ее вот так выпрямляем, как ниточку перед тем, как в иголку вставить. Иногда у нас в это отверстие может туго идти проволока. Стараемся как можем, если не влезает, то достаточно продеть одну и крепко ее бусинку потом закрепить. Итак, у нас тут немножко зацепилась проволока, ничего страшного. Мы аккуратненько затягиваем нашу проволоку вокруг бриолета. Вот наша поддерживающая проволочка, и это изнаночная сторона, а вот это лицевая. Едем дальше. Я поджимаю по бокам проволочки, как вы уже знаете из моих других видео. Если кто-то из вас не смотрел, пожалуйста, приглашаю вас в плейлист «Открытые уроки». Я вот так вот перекручивать начинаю. И дальше правильно с натяжкой скручиваю проволоку. Отступаем. Я хочу, чтобы оно было так. У меня здесь не очень красиво пошло. Я чуть-чуть раскручу и закручу по-другому. Вот так. Сделаем чуть-чуть такой, не совсем коротенькую, чтобы следующую бусинку крепить, а отступим побольше.
Теперь нам нужен листочек. Что мы делаем? Мы берем, у нас вот такие листочки есть, они по 2 штучки продаются. Мы можем сделать таким образом. Отрезаем аккуратненько, чтобы у нас остался хвостик. Здесь обрезаем по колечко, колечко убираем. Оставляем вот такие отдельные листочки. Теперь берем плоскогубчики и вот эти хвостики заворачиваем на изнаночную сторону. Я замечала у разных мастеров, что некоторые делают на лицевую сторону этот заворот. Но, честно говоря, мне так не очень нравится, потому что все-таки это такая часть изнаночная все-таки. Поэтому мы берем аккуратненько и подгибаем на изнаночную сторону. Вот так вот зажимаем, но не до конца, надеюсь, вам будет видно, чтобы мы могли туда продеть проволочку. Один листочек сделали. Давайте сразу сделаем второй. То же самое абсолютно. Зажимаем. Смотрите, у нас листочки смотрят в разные стороны. Вы можете делать как вам угодно. Можете сделать вот так. Можете сделать вот так. Но мне, честно, нравится, когда формы такие элегантные, как бы. Я их так чувствую. То есть мне нравится, что вот, например, эту бусинку я потом вот так вот загну в эту сторону. И мне нравится, чтобы следующая бусинка шла от нее. То есть листик я выбираю тот, который идет по направлению в другую сторону, в противоположную. Итак, будем крепить листочек. Для листочка мы будем использовать также двойной хвостик, потому что металлическая фурнитура все-таки лучше пускай будет держаться надежнее. Что я делаю? Вот этим крючочком я цепляю, отмеряю расстояние, чтобы мне закрутить листик. Вот так вот зажимаю проволочку. Веду ее, сейчас покажу вам. Надеюсь, будет видно. Вот видите, крючочек, да? Я цепляю на него и прям туго цепляю, чтобы проволочки мои находились вот тут в кончике листика. И зажимаю. Тяну при этом слегка вот в эту сторону и зажимаю наш хвостик. Так, чтобы потом проволочки у нас не вылезли оттуда. Продолжим. Берем хвостики и закручиваем листочек. Аккуратненько. Также соблюдая лицевую и изнаночную сторону. У меня сейчас листочек был, не хочу его просто раскручивать сейчас, чтобы он потом болтался. Только что вы видели, что он смотрел сюда, и в принципе он уже хорошо достаточно сидел, то есть по закрутке. Но так как у нас здесь изнаночная сторона, я его предпочла перевернуть на другую сторону. Ничего страшного, проволока не сломается. Вот что у нас получается. Следующий элемент. Мы без просветов закручиваем проволочку. Стараемся сделать это все очень аккуратно, красиво. Я никуда не спешу, потому что хочется, чтобы все было действительно аккуратно и без каких-то там корявых переплетений. Мне это не очень нравится, поэтому я стараюсь. Итак, еще чуть-чуть отступим. Вот так примерно. Будем использовать наиболее длинный конец. Наиболее длинный конец у меня сейчас с вот этой стороны. Я еще раз делаю переворот. Почему я так делаю? Смотрите в другом моем видео, где я прямо технически объясняю, почему я так делаю. Это видео называется «Не начинайте плетение, не посмотрев это видео» или «13 фишек плетения». Самое первое видео на моем канале. Так, продолжим. Нам следующий нужно будет закрепить бриолетик. Берем бриолет. Здесь у меня немножко разная длина кончиков, но я не буду их обрезать, я просто аккуратненько постараюсь все вставить в бриолет. Так, он у нас какой-то немножко отбитый. Мы его, пожалуй, не будем использовать. Так, вставили один кончик. Вставляем второй кончик. Аккуратненько все затягиваем вот так вот. Опускаем нашу бусинку туда, куда ей нужно. Закрепим ее вот таким образом, на таком расстоянии примерно. Теперь снова наши кончики вставляем в бриолет. Один. И второй. Очень постараемся его вставить. Отверстие не очень большое, но я думаю, мы справимся. Да.
И вот так аккуратненько затягиваем проволочку. Тут уже туговато она пошла. Почему? Потому что здесь у нас образовался такой зажимчик. Проволока у нас чуть-чуть переворачивалась. И это не то чтобы узелок, но такой неприятный загиб. Сейчас мы попробуем его все-таки вытащить. Да, отлично. Вытаскиваем. Поправляем то, что будет держать наш бриолет в проволочке. Поджимаем вот тут по бокам проволочки. Я крепко беру хвостики проволоки, держу их. Эту сторону влево. Оттягиваю этой рукой, оттягиваю вправо. Делаю натяжение. И у нас проволока ложится очень ровненько. Без этого ровно она у вас, ну, вряд ли ляжет. Если вы найдете какой-то способ, чтобы без натяжки у вас ложились ровно ложилась проволока, расскажите мне потом об этом в комментариях. Итак, снова без просвета я затягиваю вот этот первый оборотик и идем аккуратненько дальше. Следующим у нас будет веточка с бусинками. Для удобства, как я уже рассказывала, мне удобно плести все на левой стороне. Я правша, может быть, мне так удобно из-за того, что я правша. Я переворачиваю и все делаю с этой стороны. Если у меня какой-то элемент с этой стороны, я всегда делаю вот так. Будем крепить бусинки маленькие. И для того, чтобы их закрепить, я буду использовать одну проволочку из этого хвостика, из двух, и возьму наиболее длинную. Почему одну? Потому что бусинки легкие, и эта проволочка одинарная вполне удержит их. Я беру бусинку, и вот в таком направлении я ее закрепляю на проволочке. Она у меня спускается и смотрит таким образом, как и должна быть. Отмеряю расстояние, то есть я имею в виду не вот так я ее нанизываю, не вот так нанизываю, а вот так сразу. Они у нас будут так выглядывать на уровне листика, они будут выглядывать. Поэтому я вот так отмеряю, поджимаю проволочку и с натяжкой аккуратненько закручиваю. Следующую бусинку вы можете начинать вот прямо отсюда делать, если вам так нравится. Мне нравится, когда оно вот ближе к концу все идет. У нас сейчас будут еще 2 бусинки на этой веточке, поэтому я оставила вот этот вот промежуточек чуть больше, чем если бы мне нужно было закрепить всего одну бусинку. Отмеряю, поджимаю и закручиваю. Видите? Вот это место, которое у нас... Видите, что произошло? Вот это место, которое у нас, когда мы вдевали в эту бусинку, там был такой заломчик. Сейчас я вам попробую показать, как это происходит таким образом, когда проволока вот так вот переворачивается. Давайте я повторю, надеюсь, вам будет видно. Когда проволока у нас вот так заворачивается, и получаются такие заломчики неприятные. Вроде бы узелка-то как бы и нет, но вот уже неприятно, и в этом месте оно может сломаться, что, собственно, и произошло. Что делать в такой ситуации? Когда у меня здесь вот такое еще расстояние, то есть я особо ничего с этим не сделаю, ничего критичного, я просто делаю следующим образом. Естественно, эту проволочку, ну, если она длинная, мы можем ее использовать, если это будет удобно. С этими бусинками мы просто делаем вот так. Я под корень обрезаю этот хвостик. У меня здесь осталось 3 проволочки. Ничего такого особенного. Нормально наше основание потом будет просто еще более плотным. Возьмем еще кусочек проволоки. Уже можно его взять чуть-чуть покороче, чем все наше основание. Точно так же складываю его вдвое. Цепляю за крайнюю бусинку, которая у нас есть. Вот таким образом. И по основанию
аккуратненько закручиваю. В идеале вот это, конечно, раскрутить немного, чтобы оно было ровнее потом. Давайте попробуем это сделать. Если вы закрутили это не настолько туго, что проволока потом просто сломается при повторном скручивании, очень аккуратненько ее расплетем. Насколько получится. Здесь у нас обрезанный кусочек проволоки, закручен в плетении, поэтому мы его трогать не будем. Вот, чуть-чуть я расплела почти до основания этой бусинки. Этого достаточно. Вот я еще раз сейчас попробую ее снять, показать вам. Вот этот хвостик, который только что новый мы отрезали. Мы цепляем его на бусинку. Прикладываю я его к остальным кончикам. И стараюсь аккуратно это все закрутить вместе. Просто как продолжение нашего основания. Оно будет более плотным, но и в то же время более твердым. То есть основание будет крепче. В принципе, это даже хорошо. Что поделать, если сломалась проволока? Итак, я подкручиваю здесь, видите, затянула. Оно уже такое более мясистое, увесистое вот здесь. Но издалека не критично, не то чтобы прям очень громоздко как-то. Берем хвостик наш, один из теперь уже 3. В моем случае, если у вас ничего не сломалось, то хорошо. Вы берете один хвостик из 2. Мы снова берем бусинку, нанизываем ее на хвостик. Отмеряю расстояние подлиннее, потому что у нас здесь будет 3 бусинки. Поджимаю ее хвостик. Аккуратненько. Подкручиваю прямо под бусинкой, чтобы дальше она у нас хорошо, ровненько ложилась. Закручиваю, оставляю промежуточек. Берем следующую, нанизываем, делаем то же самое. Берем 3 и завершаем нашу вот эту вот маленькую веточку. Теперь проверяем, где у нас лицевая, где изнаночная сторона получилась на бусинках. Изнанка, первая бусинка, вторая изнанка, 3 бусинка лицевая. Здесь у нас изнанка. Соответственно, вот эту мы еще раз перекручиваем. Не в ту сторону покрутила, чтобы оно закручивалось, а не раскручивалось. Вот таким образом. Я поправляю, вы можете сделать это после, как закончите уже украшение полностью. Это сейчас не принципиально. Итак, вот что у нас получается. И дальше мы продолжаем точно так же. Каким образом продолжаем? Я использую такой принцип повторения каждого элемента с разных сторон. То есть, смотрите, вот эту бусинку во внимание не берем, она у нас начинала наше украшение. Начнем наш так называемый отсчет вот с листика. Если у нас первый листик, я рассказываю вам свой принцип, вы можете сделать как-то по-другому, если вам нравится что-то другое, или вы знаете, как сделать лучше на свой вкус, пожалуйста, ради бога, я рассказываю, как делаю я. Вот мой первый листочек, значит, следующий листочек у меня должен быть с этой стороны, потом с этой, и вот так я чередую. Следовательно, то же самое с остальными бусинками. Вот моя вторая бусинка, следующая будет с этой стороны, потом так же, как и с листиком. И то же самое с этой веточкой. Но я их полностью чередую. Первый был листик, потом бриолет, потом вот такая веточка с хрустальными бусинками. То есть дальше. Сейчас листик, потом листик, бриолет, веточка. Листик, бриолет, веточка. И вот так я их чередую. Я в этом нашла такую некую гармонию. Естественно, вы можете сделать как-то по-другому. Это творчество и простор для вашей фантазии. Итак, сейчас я
Быстренько завершу веточку, для вас пройдет, может быть, несколько секунд или пару минут. Ну а я буду делать в своем темпе. Да, друзья, если вы только начинаете плетение украшений, если вы только пробуете себя в этом деле и у вас что-то не получается, не стоит отчаиваться, не переживайте, это происходит у всех. Все мы с чего-то начинали, и у всех у нас что-то не получалось. Естественно, я научилась плести украшения не в момент, когда первый раз в жизни взяла в руки проволоку, поэтому все впереди. Если вы хотите этим заниматься, здесь нужно иметь усидчивость и трудолюбие, наверное. Нужно время, чтобы этому научиться. Не переживайте, если вдруг сейчас у вас не получается. Я делала отдельное видео о том, как начинала я и какое украшение я сделала самым первым в своей жизни. У меня остались фотографии, я вставила это в видео. И, конечно, это что-то ужасное. Но все с чего-то начинали. Все как-то... у всех разный результат, когда мы что-то делаем впервые. И классно, когда у вас есть вкус или стиль какой-то свой, ярко выраженный, когда вы делаете первое украшение, и у вас и технически получается сделать все хорошо, и украшение получается красивым. Это супер вообще классно. Я скорее отношусь к другой категории людей, которые что-то такое изящное, красивое, чтобы сделать, нужно прям приложить много усилий, как-то развивать свой вкус. И мое первое украшение — это, конечно, нечто. Ну и следующее украшение тоже, потому что техника, конечно, уже потихоньку, очень медленно улучшалась. На это тоже потребовалось много-много сил, ресурсов, материалов, очень много. Но в конечном итоге, по крайней мере сейчас, вот я нахожусь в такой точке и продолжаю расти вместе с вами. Вы задаете свои вопросы в комментариях, и я стараюсь на них отвечать. Возможно, иногда тоже что-то новое для себя открываю. Поэтому спасибо вам за то, что вы пишете свое мнение, свои комментарии. Это мне тоже очень помогает. Как вы видите, следующий элемент у нас идет листочек. Я перевернула украшение и продолжаю делать. Очень большую роль в изготовлении украшений играют такие качества, как наблюдательность, насмотренность, о чем я тоже говорила в предыдущих видео. Вы, конечно же, должны посмотреть украшения других мастеров, подобные украшения, проволочные, как что делается,
какие формы кто соблюдает. Естественно, вы можете выбрать для себя то, что нравится вам. Возможно, вы изобретете какие-то иные украшения. Это тоже очень здорово, но по опыту могу сказать, что скорее это приходит со временем. То есть сразу изобретать что-то, вряд ли стоит, потому что потом, спустя время, вы будете смотреть на это и думать, что как это возможно, как это ужасно. Возможно, у вас действительно получится что-то особенное. Но все-таки насмотренность — это очень классное чувство, точнее, качество, которое помогает нам развиваться. Это не значит, что вы повторяете нагло чьи-то украшения, у вас по-любому получится совсем что-то другое. Да, похожие формы, да, там какие-то схожие элементы, но в любом случае это не будет абсолютно идентичным. Кстати говоря, по этому поводу, как раз-таки, чтобы доказать вам эту гипотезу, я задумалась о том, что можно сделать такую рубрику, в которой мы будем брать какие-то картинки с украшениями разными и будем стараться их повторить . И если вам понравится эта история, то мы так обязательно сделаем, и вы убедитесь в том, что как бы вы не думали, что это будет точно такое же украшение, мы его там в идеале повторим, и, грубо говоря, это будет какой-то плагиат. Нет, у вас получится похожее, но оно будет ваше. Оно будет совсем другим. Какие-то направления, сами элементы могут быть другими. Форма, допустим, вот такая форма. Я не знаю, конечно, но наверняка такая же форма есть у кого-то еще. Это просто форма. И, собственно, мы это и будем повторять. Чужие формы, но в своем исполнении. Если вам эта история нравится, такая идея, то, пожалуйста, отпишитесь в комментариях. Мы обязательно сделаем такую рубрику и будем с вами развлекаться дополнительно таким вот образом. Жду ваших комментариев. Да, друзья, кстати, хочу дополнить по поводу своих личных форм, своих украшений. Возможно, кто-то из вас подумает, что мои украшения такие какие-то, очень, может быть, простые, потому что вы наверняка видели такие богатые бусинами и такие насыщенные украшения. Я такие тоже делала, но вот честно вам скажу, что это вот как будто бы не мое. Я во всем, в принципе, по жизни, и сейчас как-то такой период жизни, когда я активно ищу вот эти вот, нащупываю формы, очень, скандинавские, проще говоря. Мне очень нравится скандинавский стиль, и вот эти все какие-то такие простые формы, простые линии, но они такие какие-то особенные, в них что-то есть, то есть без лишних приукрашиваний, без каких-то лишних, не знаю, слов. Все такое элегантное, все такое красивое. И я это старательно пытаюсь нащупать. Как раз-таки очень какие-то простые легкие формы, но при этом имеющие свой характер. То есть это, то, что я делаю, это не просто техника. Да, я на своем канале пытаюсь вам показать, рассказать моменты технические, потому что это вопрос качества. Меня это очень беспокоит, не знаю, мне это очень важно, скорее, и мне хочется, чтобы, естественно, украшения были качественными прямо до каждой скрутки. Естественно, я не говорю, что я все делаю идеально. Вот у меня здесь было 5 проволочек в слое, и где-то тоже, вот видите, оно легло неровно. И меня это бесит, но это довольно сложно сделать. И я, как уже говорила, я тоже, когда снимаю такие видео, когда я общаюсь с вами через видео, я тоже чему-то учусь, и я стараюсь делать лучше. И возвращаясь к вопросу о моих формах, я хочу сказать, что точно знаю, что вы смотрите и других блогеров, которые тоже делают украшения, которые, может быть, чему-то учат. И точно знаю, что вы смотрите одну блогера-женщину, которая тоже делает украшения, и у нее такой большой ассортимент очень красивых, таких насыщенных, ярких украшений. И она вроде как тоже учит, прям показывает, как их сделать, если я не ошибаюсь. Честно говоря, не смотрела, но я видела, что вроде как она что-то объясняет.
И, возможно, на ее фоне, она давно снимает, у нее там очень много подписчиков, возможно, на ее фоне мои украшения покажутся вам какими-то слишком простыми. Но, как я уже сказала, я эту простоту как раз-таки ищу, прям нащупываю во всех своих украшениях. Мне очень нравится такая стилистика. Поэтому в этом мы просто скорее разные. Но, как я уже говорила о насмотренности и о других моментах, которые касаются техники, естественно, когда вы хотите научиться и когда вы хотите именно нащупать что-то свое, свое нащупывается таким образом, когда вы смотрите что-то разное. То есть, если бы вы были, например, художником, вы бы смотрели картины разных мастеров и искали бы в них что-то особенное, что у каждого вас цепляет, что вам нравится. Может быть, вам нравятся какие-то мазки особенные. Может быть, вот знаете, как рисовал Ван Гог. Я недавно, кстати, смотрела фильм про Ван Гога, и вы знаете, я, не то чтобы прям человек, вот такой человек искусства, классический как художник, я не могу сказать, что я прям понимаю в идеале все, что касается вот таких вот каких-то вещей особо глубоких, но когда я смотрю на какое-то такое искусство, меня оно может восхищать. И я недавно, мне было интересно, и я наткнулась на фильм про Ван Гога. Это тот самый, который отрезал себе ухо. Вы знаете, меня это настолько поразило. И вот, например, его особенностью рисунков было то, что он рисовал в основном желтыми и синими красками и делал это так, что вот какие-то художники, например, вырисовывают прям линии какие-то, что-то вот какой-то такой характер у них. А он рисовал все очень быстро и вот так вот отдельными отрывистыми мазками. Это как раз почерк, его личный почерк. Кстати говоря, почему он так делал? Потому что, как он, по крайней мере, как говорится в фильме, но я думаю, что это как фильм-биография, по крайней мере, так было сказано, он говорил о том, что ему нравится, он, во-первых, считает, что картины должны писаться быстро. Почему быстро? Потому что, когда вы рисуете красками, по крайней мере, как это было у него, он рисовал, и краски же, тоже засыхают через какое-то время, и ему было важно создать объемную какую-то историю. Он точно так же, кстати говоря, вдохновлялся другими художниками. Там было прям сообщество, прямо сообщество художников, которые вместе делали выставки. У него был друг, который тоже был художником, и у других художников он у кого-то нащупал вот этот вот стиль, когда вы делаете украшения, я делаю украшения, и, собственно, заговорилась. Когда он делал картины, и он почувствовал у кого-то из других художников объем, и ему не захотелось делать больше просто плоскость. Например, на примере моего украшения тоже могу вам сказать, да, что такое плоскость. Вот мы делаем украшение. Сейчас я сделаю его плоским, чтобы вам наглядно показать. Вот, смотрите сбоку, украшение плоское, то есть оно просто ровное. Когда мы делаем вот так, переворачиваем его, оно внезапно становится каким-то ажурным, таким вот форменным. И когда-то я тоже этот момент поняла, что плоскость, такое, со стороны красиво, а в целом, как бы, чего-то не хватает, наверное. И когда вот в волосы попадает это украшение, сразу хочется что-то объемное, чтобы оно было живым. И что я делаю? Я его снизу кверху, какие-то элементы, может быть, не все, но вот какие-то элементы я вот так вот поднимаю. В каком-то из своих видео я говорила по поводу так называемого эффекта 2D и 3D. 2D это плоское как раз, а 3D это когда вы что-то чувствуете, какие-то формы. Сейчас. Вот так. И смотрите теперь. Оно даже визуально поменялось, а теперь я его переворачиваю. И оно стало объемным. Надеюсь, вам видно? Вот, оно приобрело какие-то формы. И вот точно так же, когда рисовал Ван Гог, он почувствовал, что пока краски не засохли, нужно накидать, накидать я грубо сказала, но нужно добавить туда объема, то есть наложить больше краски. И у вас потом в итоге получается что-то особенное. Конечно, кто-то сейчас перерисовывает его стилистикой, такими же мазками, такими же желто-синими цветами, но, возможно, кто-то не знает о том, что их картинам, чтобы повторить Ван Гога, не хватает объема. Вообще, посмотрите этот фильм, он очень классный, очень интересный. Он, кстати говоря, очень тихий фильм, потому что
большую часть этого фильма, ну, не то чтобы прямо тишина, но вот какая-то музыка фоновая, но немного слов. То есть там именно визуально показывают, потому что все-таки, наверное, художники — это визуалы, которые именно видят картинку. И, скорее всего, режиссер, который делал этот фильм, он как раз-таки очень хотел передать вот эту суть. Режиссеры, кстати, тоже особенные люди, и которые передают эти картины как-то по-особому, то есть чтобы вы прямо почувствовали. Если вы замечали, например, в каких-то фильмах есть такой прием, когда камера просто стоит. Просто вот стоит камера на штативе, и происходят какие-то события. То есть, я не знаю, замечали ли вы, как бы, но такие кадры используются обычно для того, чтобы передать атмосферу, как бы правильно сказать, не то чтобы стабильности, но вот именно какого-то спокойствия, когда что-то очень такое происходит, очень статичное, либо когда нужно сконцентрироваться на смысле слов, например, если люди о чем-то говорят. Такой прием очень часто использовался в советском кино. Да, я уже что-то много заговорила про кино. Наверное, я киноман. Вот, мне очень нравятся все эти приемчики. Я всегда, когда смотрела, допустим, видео или фотографии раньше, я думала о том, где стоит камера. То есть почему-то вот мне было это интересно, и впоследствии в своем подростковом возрасте я стала заниматься фотографией так профессионально, более плотно. Я работала фотографом и снимала видео, снимала какие-то там клипы, ну, такие, как, можно сказать, баловство, но все-таки хоть даже побеждала на конкурсах с видео режиссурой, точнее. У меня была награда за лучшую режиссерскую работу. По-моему, так звучала формулировка. Вот, ребята, да, давайте немножко вернемся к нашему украшению. Если вам будет что-то интересно, задавайте вопросы, я обязательно постараюсь об этом еще рассказать. Хочется просто прикинуть, что мы будем делать с этим украшением, потому что я повторяю форму того, что было вот на бантике, да, то есть этих же украшений, я повторяю форму, но я не хочу делать вот просто тоже такую маленькую коротенькую веточку. Возможно, я ее сделаю либо длинной, либо мы сейчас что-то придумаем, и, например, это станет гребнем, либо шпилькой. Давайте сейчас я подумаю, посмотрим, как будет интереснее. Оп, и внезапно наша веточка превращается в шпильку. Да, ребята, если, точнее, как вы заметили, я периодически выключаю камеру, делаю паузы, потому что мне еще не очень легко разговаривать. После ковида у меня остался очень сильный кашель, и вот что-то в горле там скребет, мешает разговаривать, поэтому приходится делать так. Но я надеюсь, все равно суть того, что я делаю, вам понятна. Я достала вот такую интересную шпильку. У меня лежат. Они не очень простые. Вот, собственно, форма этой шпильки, потому что иногда кажется сложным что-то с ней сделать. Она большая, она интересная, но она требует чего-то особенного. И просто вот сделать вот такие два каких-нибудь отростка, это будет смотреться некрасиво. И мне почему-то пришло в голову сейчас вот так вот сделать, и, наверное, это прям вот то. Наверное, прямо то. Так что сейчас я буду это закреплять. У меня остался здесь хвостик. Я его раскручивать не буду. Собственно, я сделаю просто вот так. Я здесь уже чуть-чуть изогнула форму. И сейчас мы будем закреплять. Оборачиваем наш хвостик. Другой хвостик в другую сторону. Я как бы фиксирую и дальше пойду все это дело закручивать. Стараюсь потуже затянуть, чтобы зафиксировать здесь наш хвостик. И сейчас я буду это просто обплетать, чтобы закрепить крепко и надежно нашу шпильку. Мне кажется, очень даже интересная форма получилась. Так, надо еще как-то постараться сделать, чтобы это выглядело не громоздко, потому что здесь у нас хвостик состоит аж из 3 проволочек, поэтому 2 я, наверное, вот прямо уберу. Одна вполне удержит, просто нужно завязать ее туго, хорошо закрепить. И вот так перекидывая,
я это дело сейчас замотаю. Возможно, вы найдете такие же шпильки, и как раз для такого случая вам... Ой, камера задела. Вам может пригодиться такой способ крепления. Ну давай, бегает. Видите, я аккуратненько отворачиваю элементы украшения, листочки, веточки, чтобы мне свободно продеть проволоку. Аккуратненько, чтобы ничего не сломать. Вот, и смотрите, что получается. Вот так, издалека ничего не видно, все хорошо, аккуратно. Вблизи вот, я оборачиваю нашу шпильку. Вот видно. Так, давайте я сейчас обмотаю, дойду до конца и покажу, как завершить это крепление. Я ее перетянула, она сломалась. Ну ладно, ничего страшного. Смотрите, что я сделаю сейчас. Значит, где она у нас кончилась? Вот здесь. Да, вот он, хвостик. Я ее зажимаю. Да, кстати говоря, знаете, как некоторые делают? Мне просто не нравится этот такой разорванный хвост, острый. Некоторые берут. Сейчас я попробую показать. Я не хочу так делать. Я, наверное, не буду так сейчас обрезать. Просто вам объясню. Некоторые берут, вот остался вот этот хвостик, например, и можно его просто обрезать, взять отдельный кусочек проволочки, вот, кстати, который у меня тут есть, и просто обмотать. Но в таком случае вот здесь у вас остается такая прям мощная такой хвост, состоящий из кучи проволок, он такой острый, торчащий. Да, вы можете его зажать, но проволок там много, и он потом может размотаться. Я все сейчас поглядываю на один новый принцип, возможно, его буду использовать, пока ничего не буду говорить. Вот, если у меня получится, я вам потом об этом расскажу, пока у меня нету даже этого прибора, который может мне помочь. Вот. Что мы сейчас сделаем? Собственно, раз у нас проволока порвалась, мы берем новый кусочек проволоки, и я буду обматывать дальше нашу шпильку. Надо подумать, как ее хорошо закрепить, чтобы ее концы не торчали. Можем сделать следующим образом. Здесь все на уровне фантазии. Как сделаете, главное, чтобы было аккуратно. Придумывайте, что получится. Итак, я сделаю следующим образом. Я взяла кусочек проволоки, свернула пополам, сложила. И что я сделаю? Я зацеплю эту проволоку за какой-нибудь элемент, например, за бусинку или за листочек, и она у меня пойдет дальше двойная. Двойная она не такая толстая, ничего страшного. И буду дальше обматывать. Видите, друзья, я вам показываю все как есть. Я не пытаюсь вам изобразить, что я все делаю идеально. Все мы люди, у всех у нас иногда происходят какие-то сбои, и ничего в этом страшного нет. Если я вам буду показывать, что у меня все идеально, когда вы начнете делать свое украшение, и у вас, например, там в середине украшения порвется проволока, вы будете думать, что это катастрофа, и надо выкинуть теперь то, что вы сделали. Я же хочу вам донести, что в этом ничего страшного нет. И вы можете, я точно так же, как и другие люди, делаю какие-то и ошибки, и что-то где-то у меня там проволока рвется. И я вам хочу донести и показать, что с этим можно справиться. Это не значит, что нужно выбрасывать теперь то, что вы сделали, то, что вы там так трудились. Естественно, можно все это решить. Вот, смотрите, что я сделала. Я закрепила за этот листочек новую проволочку. Она у меня пошла двойная здесь, как вы видите. Вот. Я обмотала до определенного участка своей веточки. И теперь я просто обматываю вокруг самой шпильки. Много обматывать тоже не нужно. Не обязательно тянуть ее на уровень вот к этой
Вот это все. Можно, конечно, если вы хотите, но я в этом смысла не вижу. Достаточно сделать, вот в принципе даже уже хватит, но я сейчас, чтобы сделать потуже, затяну еще разочек, оберну, затягиваю все, вот, и выведу на лицевую сторону, и здесь обрежу. Почему на лицевую сторону? Потому что, несмотря на то, что я все это дело очень буду сглаживать, я буду зажимать это плоскогубцами, я не хочу, чтобы потом эта проволочка зацепилась за волосы невесты. Поэтому я все это дело поворачиваю на лицевую сторону. И уже здесь закрепляю. В чем разница? В том, что если сзади у вас по этой шпильке будут уже волосы, здесь такое уже часть украшения самого, и она будет как бы выше волос. То есть вот эта вот штука, которую мы обрезали сейчас, эти хвостики, у них уже меньше шансов зацепиться за волосы. Об этом нужно обязательно тоже думать. А то, что это на лице, ну, просто нужно сделать это аккуратно. Все. Я это закрепила, я это сгладила. Оно не видно и не цепляется. Теперь, что нам надо сделать? Смотрите, это еще не конец. Во-первых, я поправляю бусинки, придаю им форму так, как я хочу сделать все. Сдвигаем. Кстати говоря, 3D-эффект прям супер-супер здесь подходит. Я сдвину ближе к центру украшения, к основанию все элементы. Видите, я подвигаю бусинки, листочки. Единственное, что я расправляю пошире вот эти вот бусинки, веточки. Здесь я поднимаю. Вот это я заверну, чтобы оно шло как шпилька, как украшение наше. Общий вид. Сохраним гармонию. И я его тоже сейчас, вот. Я его тоже загнула. Листочки поправляем. И вот эту часть мы сделаем вот так. Я выгибаю. Все поправляем. И вот что у нас получается. Так, сильно очень завернула. Вот таким образом. Так, сейчас я поправлю, здесь тоже сильно загнулась, чтобы ее было видно, эти бусинки на фоне листика. И что нам осталось? Нам нужно теперь решить вопрос вот с этими хвостиками, кучей проволок, которые у нас здесь остались внизу. Что мы сделаем? Так как я не могу их просто так обрезать и оставить, я здесь сделала один оборот. Точнее, я сделала несколько, но мы оставим один оборот, чтобы здесь не был такой большой комок. Давайте я начну сначала, чтобы вас не запутывать. Лучше запутать проволоку, чем вас. Итак, сейчас я вам покажу. Вот у нас остались хвостики. Они у нас оборачивают как бы с двух сторон нашу шпильку, основу. Что мы делаем? Я беру эти два хвостика, здесь вот так вот закрепляю, делаю один оборотик, возвращаю проволоки на лицевую сторону. Подзатягиваю все это дело. Вот так. И дальше. Так, оно чуть перекручивается, но оно уже никуда не упадет. Здесь все хорошо закреплено. Что мы делаем? Давайте попробуем сделать таким образом. Импровизация. Попробую затянуть с этой стороны тоже. Сделать два оборотика. И вроде бы надежно, все хорошо. Я снова возвращаю их назад. Я просто как бы Господи, какое слово-то подобрать? Обплетаю. Вот. И здесь я вернула с лицевой стороны на изнаночную. Сделала, видите, один оборотик. И теперь давайте сделаем два, чтобы точно не расплелось. И я просто совмещаю все эти хвостики в один. Сделаю несколько оборотов всеми хвостиками сразу. Очень постараемся сделать это аккуратно. Сейчас посмотрим, насколько это получится. Если нет, то я придумаю что-то другое. Так,
Главное, что вот эти вот проволочки лежали ровненько. Не друг на друге, а вот прям один к одному. Тогда здесь будет поаккуратнее выглядеть все. Но это у нас просто, видите, так получилось, что где-то там сломалась проволока в процессе, пришлось добавить, и вот у нас уже не 4 хвостика, а чуть ли не 6. Вот смотрите, видите, за счет того, что вот эти все хвостики лежат один к одному ровно, а не друг на друге, у нас вот эта часть получается очень ровной и аккуратной. Вот, это очень хорошо, что так получилось. Теперь я их снова все складываю один к одному. Давайте еще раз затянем. Обкрутим вокруг шпильки. Вот так. И все, дальше уже не хочется это все накручивать лишнего. Прям вот здесь на ребре, сбоку шпильки, я их аккуратненько обрезаю, чтобы прям лишнего вот сюда не вышло. Можно прям обернуть назад чуть-чуть и вот так сделать. Обрезать. Видите, хвостики остались. Мы их сейчас завернем на лицо. Так, аккуратненько закручиваем. Вот они у нас хотят выйти на лицевую сторону, а я хочу их оставить на ребре. Много оставила, давайте подрежем еще немножко так. Убираем глаза в сторону, чтобы не отлетело. Вот так. Листочки посыпались. Заворачиваем. Вот так. Просто накладываю и накладываю плоскогубцы на проволоку и кручу. И вот у нас все завернулось ровненько. А теперь мы это все дело еще и подожмем. Что мы теперь сделаем? Здесь мы закончили. Давайте здесь немного в основании, вот где у нас закончилась веточка, я тоже вот так вот поджимаю, что-то зажимаю прямо к шпильке. Аккуратно, чтобы у нас не повредились наши проволочки, не сломались. Но мы их просто слегка вот так вот подожмем, чтобы они как бы зафиксировались на своем месте. Чтобы лишней толщины у нас здесь не было. И еще раз подожмем здесь, так как мы шевелили, она тут немножко поездила, проволочка. Чуть-чуть подожмем. Вот так. Еще раз чуть-чуть расправлю здесь бусинки, которые я примяла. И, собственно, вот, что у нас получилось. Получилось вместо веточки. Точнее, это как бы есть веточка, мы просто ее крепим на шпильку, и это у нас уже шпилька. Вот у нас и получилась такая вот шпилька. Напишите, как вам результат. Я буду ждать ваших комментариев. Вот, друзья, смотрите, какая шпилька в итоге у нас получилась. Напишите, пожалуйста, в комментариях, понравилось ли вам это видео. И вообще просто поддержите меня лайком и комментарием, если вам нравится то, что я делаю. Мне будет очень приятно. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Оставайтесь со мной. До новых видео. Увидимся.